Здравствуйте, друзья! Почему надо выкинуть микроволновку? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи УПС-1970. Проблема микроволновок никак не связана с радиацией, о которой так беспокоились люди. Она повреждает ДНК пищи таким образом, что организм не может ее узнать. Организм такую пищу обволакивает жировыми клетками, чтобы защитить себя от мертвой пищи, или быстро устраняет ее. Теперь подумайте о всех мамах, которые разогревают молоко для детей в микроволновках, или о медсестре из Канады, которая подогрела кровь для переливания пациенту и случайно убила его мертвой кровью. Но на этикетках пишут, что микроволновки безопасны. Доказательства в иллюстрациях с умирающими растениями. Эксперимент, который проводила девочка для школы. Фильтрованную воду она разделила на две части. Одну часть прокипятила на плите, другую в микроволновке. Остудила. И поливала разной водой два идентичных цветка, чтобы проверить, будет ли разница в росте растений. Она хотела проверить, меняется ли структура или энергия воды из-за микроволновки. Даже она была поражена результатом. Цветок, поливаемый водой из микроволновки, погиб на 10-й день. Исходя из результатов швейцарских, российских и германских научно-клинических испытаний, мы не можем больше терпеть микроволновки на наших кухнях. Исходя из исследований, мы приводим следующее заключение. 10 причин, чтобы выбросить микроволновку. Первое. Непрерывное потребление пищи, приготовленной в микроволновке, вызывает необратимые изменения мозга за счет укорачивания электрических импульсов мозга, деполяризации или демагнетизации тканей мозга. Второе. Человеческий организм не способен метаболизировать, расщеплять неизвестные побочные продукты из пищи, приготовленной в микроволновке. Представьте, что вы проглотили камень. Как вы думаете, организм переварит его? Точно так же организм и не может принять пищу, измененную в микроволновке. Третья причина. Выработка мужских и женских гормонов прекращается или изменяется при постоянном потреблении продуктов после микроволновки. Четвертое. Последствия потребления побочных продуктов из пищи, прошедшей обработку в микроволновке, являются необратимыми. Пятое. Минералы, витамины и питательные вещества в продуктах сокращаются или изменяются таким образом, что организм более не получает пользы или потребляет измененные белки, которые не могут быть расщеплены. Шестая. Минералы в овощах превращаются в канцерогенные свободные радикалы при приготовлении в микроволновках. Седьмая. Продукты из микроволновки вызывают рост раковых клеток в желудке и в кишечнике. Это объясняет скорость распространения случаев рака толстого кишечника в Америке. Восьмая причина. Частое употребление такой пищи вызывает рост раковых клеток крови. Девятая. Постоянное потребление такой пищи вызывает сбои иммунной системы через изменения в лимфатических железах и сыворотке крови. И, наконец, десятая причина. Потребление такой пищи приводит к потере памяти, внимания, вызывает эмоциональную нестабильность и снижение интеллекта. Микроволновые печки появились в жизни современного человека не так давно, но уже для многих они стали самым главным атрибутом кухни после холодильника. Ведь в микроволновке можно не только разморозить и подогреть порцию жратвы за пару минут, но и быстро приготовить практически любое блюдо. Но мало кто задумывается об обратной стороне такого полезного в кавычках прибора. Полезны ли продукты после термообработки в микроволновке? Как работает микроволновая печь? Микроволны являются одной из форм электромагнитной энергии, как и световые волны или радиоволны. Это очень короткие электромагнитные волны, которые перемещаются со скоростью света. В современной технике микроволны используются в микроволновой печи для междугородной и международной телефонной связи, передачи телевизионных программ, работы интернета на Земле и через спутники. Но микроволны наиболее известны нам в качестве источника энергии для приготовления пищи – микроволновая печь. Каждая микроволновая печь содержит магнетрон, который преобразует электрическую энергию в сверхвысокочастотное электрическое поле частотой 2450 МГц, которое и взаимодействует с молекулами воды в пище. Микроволны бомбят молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой миллионы раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду. Это трение наносит значительный ущерб молекулам пищи, разрывая и деформируя их.
Проще говоря, микроволновая печь вызывает распад и изменение молекулярной структуры продуктов питания в процессе излучения. Кто изобрел микроволновые печи? Нацисты для своих военных операций изобрели микроволновую плиту радиомиссер. Время, затраченное на приготовление пищи, в этом случае резко уменьшалось, что давало возможность сосредоточиться на других задачах. И теперь это негуманное нацистское изобретение кочует по всему свету. После войны союзники обнаружили медицинские исследования, проводимые немцами с микроволновыми печами. Эти документы, а также некоторые рабочие модели были переданы США для дальнейших научных исследований. Русские также получили ряд таких моделей и провели тщательное изучение их биологического воздействия. Как результат, применение микроволновых печей в СССР было некоторое время запрещено, так как в СССР все-таки беспокоились о людях и их здоровье. Ученые СССР опубликовали международное предупреждение о вредных для здоровья веществах, биологических и экологических, получаемых при воздействии микроволн. Восточноевропейские ученые также выявили вредное воздействие СВЧ-излучений и создали жесткие экологические ограничения на их использование. Микроволновки очень опасны для детей. Некоторые из аминокислот L-пролина, входящие в состав молока матери, а также в молочной смеси для детей, под воздействием микроволн преобразуются в D-изомеры, которые считаются нейротоксичными, деформируют нервную систему, и нефротоксичными, ядовитыми для почек. Это беда, что многих детей вскармливают на искусственных заменителях молока, детское питание, которые становятся еще более токсичными благодаря микроволновым печам. Научные данные и факты. В сравнительном исследовании приготовления пищи в микроволновой печи, опубликованном в 1992 году в США, говорится: с медицинской точки зрения считается, что введение в человеческий организм молекул, подвергшихся воздействию микроволн, имеет гораздо больше шансов причинить вред, чем принести пользу. Пища из микроволновой печи содержит микроволновую энергию в молекулах, которая не присутствует в пищевых продуктах, приготовленных традиционным путем. Проведенное краткосрочное исследование показало, что у людей, употреблявших приготовленное в микроволновой печи молоко и овощи, изменился состав крови, понизился гемоглобин и повысился холестерин, тогда как у людей, употреблявших ту же пищу, но приготовленную традиционным способом, состояние организма не менялось. Канцерогены из микроволновки. В статье журнала Earth Letter в марте и сентябре 1991 года доктор Лита Ли приводит некоторые факты о работе микроволновых печей. В частности, она заявила, что все микроволновые печи имеют утечки электромагнитного излучения, а также ухудшают качество пищи, преобразуя ее вещества в токсичные и канцерогенные соединения. Резюме исследований, кратко изложенные в этой статье, показывают, что микроволновые печи приносят намного больший вред, чем представлялось ранее. В резюме российских исследований, опубликованных Atlantis Rising Education Center в Портленде, штат Орегон, в них говорится, что канцерогены были сформированы практически во всех пищевых продуктах, подвергнутых микроволновому облучению. Вот резюме некоторых из их результатов. Приготовление мяса в микроволновой печи несет с собой формирование известного канцерогена. Некоторые из аминокислот, содержащихся в продуктах из молока и зерновых, трансформировали в канцерогены. Последствия воздействия канцерогенов. Создание раковых агентов в белковых соединениях. В молоке из зерновых это природные белки, которые под воздействием микроволновки разрываются и смешиваются с молекулами воды, создавая канцерогенные образования. Изменение элементарных питательных веществ – следствие расстройства в пищеварительной системе, вызываемое нарушением метаболических процессов. Из-за химических изменений в пищевых продуктах были замечены сдвиги в лимфатической системе, приводящие к дегенерации иммунной системы. Соответственно, полностью организм теряет весь иммунитет. Отсюда и заражение обычным вирусом может привести к тяжелым последствиям. Поглощение облученной пищи приводит к повышению процента раковых клеток в сыворотке крови. Разморозка и разогрев овощей и фруктов приводит к окислению содержащихся в их составе алкогольных соединений. Воздействие микроволн на сырые овощи, особенно корнеплоды, способствует образованию в минеральных соединениях свободных радикалов, вызывающих раковые заболевания. Вследствие питания продуктами, приготовленными в микроволновой печи, возникает предрасположенность к развитию рака кишечных тканей, а также общую дегенерацию периферийных тканей с постепенным разрушением функций пищеварительной системы. Непосредственное нахождение вблизи микроволновой печи вызывает, по мнению российских ученых, следующие проблемы.
деформация состава крови и лимфатических областей, вырождение и дестабилизация внутреннего потенциала клеточных мембран, нарушение электрических нервных импульсов в головном мозге, вырождение и распад нервных окончаний и потерю энергии в области нервных центров как в передней, так и задней, центральной и вегетативной нервной систем. В долгосрочной перспективе совокупная потеря жизненно важной энергии животных и растений, которые находятся в радиусе 500 метров от оборудования. Излучение приводит к разрушению и деформации молекул пищи. Микроволновая печь создает новые соединения, не существующие в природе, называемые радиолитическими. Радиолитические соединения создают молекулярную гниль, как прямое следствие радиации. Остается только догадываться, как молекулярная гниль из-за микроволновки отразится на здоровье. Кто изобрел микроволновые печи? Американский инженер Перси Спенсер работал в компании Raytheon по изготовлению оборудования для радаров. Он обратил внимание на способность СВЧ-излучения нагревать окружающие предметы, в том числе и продукты. Он получил патент на микроволновую печь в 1946 году. А уже в 1947 году была выпущена первая микроволновка Radarange от фирмы Raytheon. Она была приспособлена для разморозки продуктов в военных столовых и госпиталях. Масса этой СВЧ-печи составляла 340 кг и была около 2 метров в высоту. Массовое производство этих агрегатов началось спустя 2 года, а розничная цена составляла около $3000. В СССР в конце 80-х годов выпускались микроволновые печи на заводах ЗИЛ, Южмаш, но использовались в них магнитроны японского производства. Медицинские исследования биологического воздействия микроволновых печей проводились по всему миру. Было опубликовано международное предупреждение о вредных для здоровья веществах, биологических и экологических, получаемых при воздействии микроволн. В СССР в 1976 году микроволновые печи были запрещены из-за их вредного воздействия на здоровье в результате множества исследований. Запрет был снят в начале 90-х после перестройки. Вот некоторые из результатов исследований. В странах Восточной Европы было выявлено вредное воздействие СВЧ-излучений и были созданы жесткие экологические ограничения на их использование. Люди, вы должны понять одну вещь. Врачам выгодно, если вы болеете. Все сейчас поставлено на зарабатывание денег. И пищевая промышленность, и фармацевтика, и врачи. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи UPS-1970. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.